привет, как мило. Он похож на бразильца. Мне кажется, таких парней разбирают быстро, ниже тебя. Александр точно женат. О, он красивый. Всем привет! Мы с вами находимся в Париже на последнем мейджор-турнире по CSGO. Для меня это очень важное событие, я не мог его пропустить. Я приехал отдать дань этой игре, которая очень многое мне дала. Также это событие настолько важное, что сюда приезжают разные личности из разных индустрий. И сегодня я встретился с человеком, с которым, наверное, на стадионе фоткалось больше людей, чем с некоторыми проигроками. Это Ева Эльфи. Всем привет, я Ева Эльфи, передаем привет из Парижа. Расскажи, это твой, я так понимаю, второй турнир по КС, на который ты приехала. Как тебе вообще сам ивент? Какие можешь выделить какие-то плюсы, минусы по сравнению с Рио, своим предыдущим турниром? Чем он вообще запомнился тебе? Ну, Рио какой-то был мой первый такой ивент по КС, и, конечно, он такой яркий был, потому что там было очень много людей, и люди были какие-то вообще бешеные, и там совсем была другая атмосфера, там было больше мероприятий именно за ареной, и ты мог выйти погулять, пройтись, поделать какие-то штуки интересные, позаимодействовать с людьми. А здесь как будто все так, знаешь, более профессионально, просто есть сцены, вы смотрите на игроков, есть большой один экран, и взаимодействия больше никаких особо нет. Но людей тут тоже много было, и было довольно-таки громко, когда Виталити выигрывали. Да, было громко, потому что французы пришли поддержать, конечно же, и, ну, они молодцы. А ты кого поддерживал? Болел за кого-то на турнире? Да, я болела за Heroic, я на самом деле расстроилась, что они не прошли. Я прям даже чуть не заплакала, когда Кэддин вышел на сцену и тоже такой говорит: блин, я 10 лет искала эту команду, и я Да, так речь счастлива. Да. толкнул. Как я помню, ты на каждом турнире выбираешь, как на моей памяти, разные команды, разных игроков, кого ты поддерживаешь. Как ты вообще выбираешь и делаешь этот выбор? Но всегда по-разному, потому что я вообще, знаешь, больше такого мнения, что я смотрю игру. Например, играет Vitality и Геймер Легион, я болею за Vitality. Другая игра, например, Heroic вчера, я болела вчера за Heroic. Но как-то нет такой прям фаворит команды вот какой-то, которую я бы всегда хотела поддерживать. А как давно ты вообще начала смотреть КС? Насколько сильно ты понимаешь смысл игры, вообще, что там происходит? Когда мне подарили комп родители, мне было лет 14, и почему-то купили они мне игру. Это еще была не КС, она по-другому называлась 1.5. Ну, они 1.5, 1.6, но назывались КС, это все просто версии разные. Да, и я помню, что это была моя первая игра. Я такая, ну ладно, поиграю. И я понимаю механику, как бы мне достаточно понятно все, как происходит. Это, ну, по доте мне посложнее. Смысл я понимаю, да. Смотрю я давно, и я не играю. Когда планируешь первый раз зайти поиграть самой? Я думаю, что сейчас выйдет вторая КС, и мне есть смысл учиться играть заново. Учиться? Ну да, прям сидеть, играть, погружаться. Все, врываешься в женский киберспорт, получается? Посмотрим. Теперь что, перейдем к самому главному, вообще, ради чего ты сама в Париж прилетела. Ты команду знаешь, Nine Pandas? Знаю, но я знаю по доте. По доте. По КС я не видела. Не знаю. Сейчас я тебе буду показывать фотки игроков, и тебе нужно оценить их как своей женской со стороны, кто там, не знаю, сексуальный, брутальный, ну, то есть кто тебе нравится, кто нет. Давай, начнем с нашего тренера, Андрей Хома. Мне кажется, он веселый. Ну, да, он очень веселый. Что он весельчак. И он давай может еще ты будешь поддержать отвечать на каждого игрока, как думаешь, женат он или нет? Хома, мне кажется, не женат. Что мне кажется, он настолько сильно погружен в киберспорт, что ему просто нет времени на девушек. Ты все правильно говоришь. Все не женаты, все женаты на КСе. Но я бы его оценила из 10, если вот будем оценивать. Не совсем мой типаж, но 5-6. Достойно. У него добрые глаза. Так, следующим будет парень, который живет в городе под названием Петушки. Зовут его Даня Деледос. Мне нравятся его волосы. Прикольно, это что мама его красит всегда. У меня мама как парикмахер, он мило. всегда красится мамой. Он мне нравится. Он, знаешь, вот на этой фотографии он похож, не знаю, на бразильца. У него есть, да, нотка Бразилии. Ну, ему бы я точно поставила 8-9. Он хорош. Как думаешь, он женат? Думаю, нет. Он не женат. Попало. Дальше Тимур Клакс. Какой он милаш. Блин, ну у меня есть фетиш почему-то, знаете, на таких На парней. Нет, на нердов. Когда такие в очках, тихие, спокойные. Ну, Как думаешь, он женат? мне кажется, таких парней разбирают быстро, мне кажется, да. Он не женат. Потому что, знаешь, если ты киберспортсмен, ты постоянно тратишь время на тренировки. 8-9 часов каждый день ты играешь. И у тебя, по сути, побольше. времени нет на отношения. Это нужно найти такую девушку, которая бы согласилась на такие Или отношения. которая сама играет. Ну, или которая сама играет, да. За очки ставлю ему плюс где-то на 7.
Так, следующий у нас будет Артем, наш снайпер. О, он красивый. Мне нравится его прическа. Прям вообще. Прям очень 10 ставишь? Прям очень красивый. Мне нравятся его волосы, его лицо. Я не понимаю рост, но он не очень высокий. Он ниже тебя. Ну, я не знаю, мы с ним еще вживую не виделись. Да. Интересно. 10. Секс-машина. Ну, по тем фотографиям, которые я вижу, десяточка. Так, ну ты как думаешь, женат Артем или не женат? Ну, ты сказал, что что-то все, походу, женаты на КСе, поэтому я теперь сомневаюсь. Ну, может, Ну. это я закинул так, чтобы тебя сбить с толку. Давай скажем, что он женат. Он не женат. Ну, а кто вообще женат тогда? А это мы узнаем уже в конце. Дальше, Александр. Александр точно женат. Почему? Потому что он старый? Что он взрослый. Он взрослый. Ну как ты думаешь, сколько ему лет? Думаю, ему лет 40? от 27 до 35. Ему 30-ка, да. Угу. Сложно сказать по фотографиям, но сразу чувствую, что не мой типаж, я бы поставила ему 5. Он какой-то хитренький такой у него взгляд, но мне кажется, что он женат. Он? Да, я, кстати, не знаю, женат или нет. Менеджер наш, Дмитрий. Мне нравится это очень его прическа, где он... Это фейк прическа, уже давно не так. Это уже фотка не актуальна, я его таким никогда не видел. Сейчас он... Ну, ему так такая, идет. Грива. Грива. Прикольно, когда мужчина волосатый в плане шевелюры, какие-то волосы длинные. Я говорил ему много раз, побрейся, Диман, подстригись, будешь на человека похож, а он... Ну вот, блин, вот на этой фотографии я могу сказать точно 9-10, но вот на Да этой это уже... фейк фотография, я его сам таким никогда не видел. Ну, Вот он жалко. настоящий, вот Вот он, он. вот он настоящий. Вот он такой, это Вот еще он так еще подстриженный. Окей, ну тогда на данный момент я могу сказать, что 7, 6. 6. Шестерочка. За волосы, да? Вот теперь Диман будет знать. Авторитетное мнение. Ну что, получается... А он, получается, не женат? Он, получается, не женат. Ну, я не знаю, типа, мои фотки надо показывать. Оцениваю. Оценивай фотки мои. Знаете, когда ты смотришь на человека в жизни, на фотографиях, вот есть люди, кто лучше получается на фотографиях, а есть люди, кто лучше в жизни. Вот ты в жизни лучше выглядишь, чем на фотографиях. Спасибо, приятно. Ну просто в жизни ты видишь, как человек общается, его мимику, это прикольно. А мне, кстати, нравится больше с темными волосами, чем с Да? светлыми. У тебя лицо такое более мужественное, сразу с темными волосами. Учтем. Ставим точную 8 себе. Спасибо. Тоже ничего. Женат, не женат? Ты? Я видела твой инстаграм, у тебя есть девушка, но Да. вроде бы не женатый. Ты Правильно. не женат. Попал. Спасибо тебе большое, было классно Пожалуйста. поболтать. Ну вот мы и выяснили, кто из нашей команды самый сексуальный игрок. Артем может гордиться, 10 из 10 от Евы Эльфи, это высокая оценочка. Всем спасибо, кто смотрел, ставьте лайк.